Мы же на реке выросли, там же озеро Ильмень. Ходили на Ильмень на лодках. Ну, детские мечтания были о кораблях, конечно, все время. Когда штормит, волна идет, а палуба, она практически во время шторма идет под водой. Перехлестывает носовую часть, вот, и волна разбивается на стройку и дальше катится. Такое дело. И вот египетская река кишит крокодилами. Да, я любил пошутить нильский, крокодильский. Ну, отец услышал, Нил, ну, все. Нил ему крестил. Отче! Идем. Соскучились уже. Здравствуйте, отче. Отец Нил, пожалуй, самый необычный из насельников Сретенского монастыря. И совершенно точно самый загадочный. Он открыт только для самых близких. Это монахи и послушники обители, а также давние духовные чада. Сейчас я ищу ваш любимый виноград. Вот виноград – это более ценная штука. Отца Нила, наверное, уже знаем очень-очень давно. Я пришел в монастырь в 99 году. И, по сути дела, наверное, с тех пор, сначала приезжал такой вот, священник Виктор, который приезжал к владыке Тихону. А потом этот священник Виктор был пострижен у нас в монашество. Отец Нил – это самый феерический человек, который я встречал в своей жизни. Я его узнал в 1983 году, в начале 1983 года. Или в конце 1982, не вспомню сейчас. Мы дружили, тогда у нас была дружная команда. Отец Никита, отец Рафаил, Огородников знаменитый. Вот. Я и отец Тихон, Георгий Шавкунов. Они приезжали, отец Тихон еще приезжал, будучи студентом. Ездили в Лосице, по всем местам Псковщины ездили, куда он попросит. Но он вообще такой неуемный был, молодой. Он и сейчас такой же. Он никому спокойно жить не даст. Я подружился тогда с удивительными монахами, отцом Рафаилом, отцом Никитой. И мы приезжали к нему просто попить чайку. И эти посиделки, обычно это было после воскресенья или в понедельник, вот так вот. Это было что-то незабываемое. Каждый был личностью. Каждый мог рассказать удивительные какие-то истории, поделиться не то, что прям из сокровищ своего духовного опыта. Люди все были смиренные, кроткие. Но рассказать нечто такое поразительное и интересное, что оставалось на всю жизнь. Собственно, во многом книга «Не святые святые» построена именно на воспоминании об этих днях. Познакомились мы с ним в Боровике где-то примерно в 1978 году. На зимних каникулах я был, естественно, у отца Никиты. Они оставили меня на хозяйстве, сами с отцом Рафаилом уехали там по своим делам. Вот. Слышу, подъезжает машина, зима, мороз там, все это самое. Я выхожу их встречать, открывается дверь. Выходит отец Рафаил, отец Никита. И там из заднего ряда вылазит дикий хохот и вылазит в валенках таких Виктор, тогда еще просто даже не отец, Виктор. Они его привезли с Мельниц. Вот это первое впечатление с них. Очень веселый, очень жизнерадостный такой. И так никогда не унывает. Так что такой. Николай Петров, младший брат игумена Никиты, одного из печорских несвятых святых. Это о них владыка Тихон написал известную книгу. Отца Нила тоже можно найти на этих страницах, но здесь он еще Виктор, почтенного ныне монаха, когда-то так звали в миру. Вот фотография, это в Боровике, с отцом Никитой стоят они. Там мы и познакомились, отец Никита, снова вот сам отец Виктор. Отец Нил, скажем, и отец Никита в Боровике стоят. Это Хохловы горки стоит, тогда еще отец Виктор, теперь отец Нил. Вот.
храм грузинской иконы Божьей Матери. Ну, вот он, запорожец отца Виктора. С отцом Виктором мы ехали за двигателем запасным, договорились там в Псков, и перевернулись 5 раз через голову. Вот он такой немножечко помятенький, по канаве крутились. Вот. Ну, за рулем тут сидит отец Рафаил, но на самом деле там сидел я. На своем запорожце отец Нил, вот он, на пассажирском сидении, в 80-е годы исколесил всю Псковщину. Он и теперь по территории Сретенского монастыря чаще передвигается на собственном транспорте. Ну разве этот человек в коляске производит впечатление унывающего? Для того, чтобы кого по дороге не сбить. Она же ужасно вертлявая, эта штука. Так кто же он такой, этот веселый монах-затворник отец Нил? Мы уже давно его знаем. Для нас отец Нил, фактически, вот не дашь мне соврать, действительно он стал как-то духовно кровным человеком. А вы знаете, наверное, о том, что порой не столько даже близки, порой у тебя бывают родственные связи, нежели связи с тем человеком, который тебе вот просто как родной человек по духу. Он открыт, он непосредственный, он не лукавит никогда, да, и он относится к жизни очень тепло, он ее принимает, какая она и есть, он никогда, никаких у него, то есть да, он скажет по своим болезням, да, но он всегда поддерживает вот это вот своей шуткой, да, в самые бывают трагические ситуации. Он рассмеется, как ребенок, и становится легче дальше жить. Я сам в Сретенский монастырь попал в первый раз в 96 году, еще как прихожанин. Первое знакомство было немножко мимолетное такое. Он приехал сам за рулем, приезжал, по крайней мере, я запомнил, что он приезжал сам за рулем на стареньких «Жигулях», производил впечатление человека такого деревенского. То есть он немножечко так неопрятно одетый, распущенные такие волосы. Такой вид был у него немножко беззаботный, такой все время веселый. Как впоследствии оказалось, человек очень глубокий. Он мгновенно менялся от шутливого в очень глубокого и серьезного человека. Он давал глубокие такие прям житейские и, ну, наверное, сказать, и духовные советы. Он интересный сам по себе человек, он очень образован. Вот. И он образован в высшем таком понимании. Он очень хорошо помнит свое детство. Он к нему возвращается, он его любит, но прям живо такими вот картинами. Конечно, до подробностей помню эти вещи. Как меня в купели, это самое, купал батюшка, священник, ну старенький священник, купал. После мы вокруг аналоя ходили, там, вот, после помазание совершалось. Вот, это очень любопытное, мистическое такое, знаешь, ну, подсознательная вещь, она все-таки проникала в душу. Душой чувствовалось. Чувствовал, все это я чувствовал, конечно. Хотя определить сам для себя определенно, так сказать эти вещи, ну, неважно, что там, 4 года мальчишки. Маленький Витя Григорьев жил в рабочем поселке Парфино в Новгородской области. А крестили его в храме Святого Георгия в Старой Русси. Сюда будущий монах часто приезжал к своей бабушке Варваре. Храм, намоленный с начала 15 века и где не раз бывал на службе Достоевский, оставался единственной открытой церковью в городке. Нас бабка водила в храм. В Старой Руси в храм придешь, и там ощутимо мир другой открывается в храме. Ощутимо, просто ощущаешь это. Из храма идем, она меня за одну руку держит, брата за другую. И вот это самое. А после я у брата спрашиваю: ты как шел-то, хорошо? Да хорошо шел. Говорю, а землю-то ты чувствовал? Не, говорит, как по воздуху мы летели. Ну, такое благодать. Это детям такое дается иногда, да. Храм Георгия Победоносца в последние годы отреставрировали. Привели в порядок и набережную реки Полисти, хотя и сегодня здесь можно разглядеть катера и лодки. В детстве отца Нила их, конечно, было гораздо больше. Мы же на реке выросли, там же озеро Ильмень. Ходили на Ильмень на лодках, вот, переживали легкие штормы, там такие бывали, которые нас интересовали, наоборот, хорошо было, чтобы в шторм попасть. Вот. Ну, озерный шторм, там чего там, волна полметра. Это нас не пугало ни малейшим образом. Ну, детские мечтания были о кораблях, конечно, все время.
Но после этих детских фантазий надо было осуществлять каким-то образом. Не у каждого есть они силы внутренние. Для того, чтобы выехать из родного дома в никуда, 5 рублей в кармане, да после голодать недели 2-3 по вокзалам ночую, где-то определишься. Вот как у нас бывало так. Вот, я помню, в мореходку так поступали. Да, а после уже приняли нас в мореходку, уже поставили на паёк, корабли, наша мечта родная была. Вот. Тогда на товарища, товарищ был херсонской приписки, вот, барк, такой знаменитый, трехмачтовый, красавец. Кто в море не ходил, тот Богу не молился. Но паруснику «Товарищ» любые штормы были нипочем. Этот корабль до сих пор в строю. Правда, после распада Советского Союза он достался Украине и в результате сейчас под флагом Германии и под именем Горхфок. На нем тренируются будущие немецкие моряки. Впрочем, вернемся к курсовому боцману «Товарища» Виктору Григорьеву. На флоте он не задержался. Советская армия определила моряка в ракетные войска на Валдай. Несколько у нас скандалов было таких, что могли бы по ножовщиной закончиться. Там эти западные украинцы, там, ну, знаешь, они ребята горделивые, такие снобистые, ну, вот, воображают из себя. Ну, а к простым трусакам это все не нравится. Че ты из себя ставишь, лось сахатый? И между рог его. Вот такие дела. Ну и драки получались. Ну, а чтобы поуспокоить их, им это самое говоришь, ребята, ну не надо этого делать. Ну не надо. Это такие же ребятишки, такие же, как и мы с вами. Ну подумаешь, ну он мальчишка из деревни, из халупы своей, его вытащили. Вот он сейчас здесь станет за 2 года, за это время человеком каким-то станет. Ну а вы ему мозги отрубаете. Зачем это нужно? А то, что они сейчас это самое советскую власть не воспринимают, так это правильно они и делают. Я коммунистов тоже ненавижу. Вот с этого у меня и началось. Комсорг, ротный, он донес этим особистам, как это так, ты молодой солдат, как это так, ты коммунистов ненавидишь. Неприятие советской власти – это у отца Нила тоже из детства, из рабочего поселка Парфино. У нас же был 101 километр, там было много заключенных бывших. У нас было много ребят, которые кончали войну в Берлине, вот, а их после за то, что были в плену, по 10 лет давали еще колымских лагерей. Вот на этой правде, на всей этой, ее же невозможно пережить, невозможно переступить. Вот, а пока ты переживешь это все, пока эти люди живы, мученики, страдальцы живы, да, удивляешься еще, как они живут. В итоге он и сам оказался за решеткой. Когда меня с роты привезли на Гаубу, и мы с Губы вдвоем сбежали. Мой подельничек, Толя, сейчас подожди, Жавнеренко, да, Толя Жавнеренко, говорит, надо от этих козлов сбежать вообще. Но их ошибка была в том, что они на гауптвахте нас посадили в одну камеру. И мы там сутками сидели и могли разговаривать, обсуждать, что-то говорить. Вот. И, договорились о том, что надо бежать. Наша гауптвахта была в центральном поселочке, Ядрово такой был поселочек. Там штаб наш был. И мы сбежали оттуда и до Старой Русы добежали. А там Старая Руса есть Старая Руса, там дом. Переоделись в гражданку и дальше. К финнам мы шли. Спасибо. К финнам. Взяли, там есть такой городишко, на границе взяли. Винтовочки на нас наставили, все. Руки в гору, хэнди-хох. За антисоветскую агитацию и за попытку побега за границу Виктора, ему тогда был 21 год, отправили в тюрьму на 7 лет. Первый лагерь на Явасе был, 1500 человек. И военные, и бериевские офицеры, да всякие твари по паре. Священники были? Были. Отец Борис был.
вот, православный священник, да тоже ему дали срок, тоже 7 лет, тоже за то, что он хотел сбежать. Я говорю, а ты-то, ну ладно, батя, нас-то, ладно, придавили таким образом, что нам деваться некуда, а ты-то чего? А меня, говорит, тоже придавили, так что мне служить не давали уже. Вот я так подумал и решил, что надо сбегать. Мордовский Дубрав-Лак, затем печально известный Ныроб на Северном Урале. Именно в этих суровых условиях молодой заключенный бесповоротно решил посвятить себя церкви. Там не то, что служить, там читать Евтинии я начал. Отец Борис служили зимой, особенно холодно. Зимы-то были такие, довольно-таки грозные зимы были. Да кому тайные служили, мы же не открыто так. Зайдешь за забор, за здание. Там в Мордовии у нас было там наше укрытие за баней. Немецкая баня была. И вот мы там в это самое, она буквой П построена, вот где-то в этом уголку скроемся, нас оттуда не видно и оттуда не видно. Ну а уж если дежурняк проходит там, ну они видят. Ну прерываемся, стоим. Ну они идут, смеются, знают, смеются. Ну чего, молитесь все? Конечно, молимся. Вот, да. Ну ладно. Молчат дальше, ничего не говорят, проходят. И все же за богослужение на зоне в начале 70-х наказывали. И в возрасте 25 лет жизнь будущего монаха едва не оборвалась. Его после долгой изоляции в карцере уже было понесли хоронить. Медсестра, которую позвали оформить смерть заключенного, отбила истощенного парня у охраны и буквально выходила. А это в Мордовии было. В Мордовии, да. Меня начали трюмить. Один раз это 15 суток, второй раз 15 суток карцера. Третий раз 15 суток карцера. Подряд? Да. Ну, выпустят там это самое. Видишь, ребята успеют тебе кружку чая дать, заварить заранее. Вот, попьешь чаю и назад опять иди. Вот, закрывают опять. Ну, вот так 3 раза по 15 суток, 45 суток. И все, и отключаешься. А оттуда уже вытаскивают трупом. Ну, вы живой. Ну, живой пока живой. А сдохнуть-то можно было в любой момент там. Еды нет, воды тоже это самое нет. Кружку воды дадут на сутки. Вот. Ну и все, конечно, там Бог рядом. Отец Нил рассказывал о тяжелейших годах своей жизни, проведенных в тюрьме, с таким восторгом, радостью и с таким юмором потрясающим, что не хохотать постоянно было невозможно. Но, братья-монахи, я тоже стремился в монастырь. Как уж прямо вот так вот сидеть хохотать, как-то даже и неприлично. Знаете, над его тюрьмой, над его приключениями в тюрьме, не над тюрьмой, а над его приключениями в тюрьме, можно было, конечно, поражаться его жизнелюбию, не хочу сказать оптимизму, жизнелюбию и несгибаемости человека, стойкости, несгибаемости человека. Понятно, что вот это как раз его жизнерадостность и такое отношение ко всему, это и помогло все это ему пережить. И 5 лет лагерей, и вообще у него вся жизнь была не сладкая. На свободу заключенный Григорьев вышел в свои 28 лет. Тогда-то и началась его долгая и извилистая дорога к монашеству. 1,5 года под надзором в Старой Русси, после этого переезд в Великий Новгород. Устроился на работу в НЦКТБ, Новгородский центральный научно-исследовательский институт, наладчиком. Видеомагнитофоны, цветные телевизионные камеры и другая сложнейшая техника – это слава Новгорода наших дней. Кстати говоря, этот завод с нуля строили, с нуля. Вот. И там и до церкви недалеко было. Поступив в новгородский филиал Ленинградского электротехнического института, студент Григорьев стал бывать в Ленинграде и ходить на лекции в духовную семинарию вольным слушателем. Впрочем, ни институт, ни семинарию он не окончил. В 1977-м умерла его бабушка Варвара из Старой Руссы.
И в этот тяжелый период духовник Виктора Григорьева, отец Агафангел из Новгорода, предложил молодому человеку пожить какое-то время в монастыре и отправил в Белоруссию. Говорит, поезжай-ка ты в Жировице, монастырь, там у меня однокурсники есть. Я, конечно, искал, но дело в том, что меня нигде не принимали. В Жировицах там это самое, к отцу Константину вызвали, я там недели 3 пожил. Ну, там помогал, там чего-то, ну, какие-то физические работы. Делал, вызвали, он так виновата, конечно. Говорит, сынок, я тебя вынужден огорчить. Ну, я понял, все понятно, там огорчать-то далеко не надо. Там все понятно, эти огорчения. Я говорю, батюшка, куда ты посоветуешь ехать дальше? Потому что ехать надо будет. В Вильнюсе есть Святодухов монастырь. Ну, я поехал в Вильнюс. Ну, пожил в Вильнюсе. Сейчас я тебе скажу, ну, недели 2-3 где-то так. Вызывают к наместнику. Ну, тоже так. Ну, это более остроумно сказал, конечно. Говорит, молодой человек, я, конечно, говорит, не знаю, как вы гадили коммунистам. Но вы, видимо, нагадили усердно им. Я говорю, короче, отец, по поводу меня ничего не выходит. Да, конечно, батюшка, это, конечно, не выходит. Поезжай-ка ты к себе в Псковскую губернию, пусть там псковские решают твой вопрос. Вот так, в возрасте 29 лет, Виктор впервые попал в Псково-Печерский монастырь и познакомился с известнейшим уже тогда отцом Иоанном Крестьянкиным. Спаситель, научи меня простить от всей души всех, кто чем-либо меня обидел. Единственный монастырь, единственный человек, который может принять людей, что-то сказать людям, действительно хорошие вещи какие-то. Единственный человек на весь Союз. Больше таких не было. Поначалу и в Псково-Печерском монастыре бывшему заключенному остаться не разрешили. Отец Иоанн Крестьянкин помог новому послушнику устроиться сторожем и заодно псаломщиком в храме Архангела Михаила в Павах. Это глухое село в 46 километрах от Пскова. Вот здесь-то он и попал в компанию несвятых святых – отца Рафаила, отца Никиты и будущего монаха Исаии, тогда Ильи Даниловича. Но и в Павах сторож-псаломщик Виктор не задержался. Потом были Мельницы, Лосицы, Толбицы – все небольшие сельские приходы в Псковской области. Отовсюду гнали, конечно. Отец Иоанн меня увидел. Вот они поговорили с отцом Иваном. После я на прием попали к нему, к отцу Иоанну. И после я уже самостоятельно ездил к нему. Когда он мне сказал, что тебе надо рукополагаться в диакона, нечего болтаться так по приходам. Я говорю, батюшка, так меня никто не рукоположит. А это не ихние заботы, говорит. Это забота Бога, самого Бога. Тебя Господь будет рукополагать, а не они. Так что ты на них не смотри. Я-то тоже этот же путь проходил. Диаконскую хиратонию митрополит Псковский Иоанн совершил в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря на праздник Архангела Михаила 21 ноября 1981 года. Новому отцу-диакону тогда было 33. Это было послушание, конечно. Я по своей воле, можно сказать, в церкви я никогда не жил. Это что старец благословит, то и делаешь. Пытаться ходить перед Богом – это очень сложно. Но когда это мы вместе собираемся, вместе что-то продумаем, что-то делаем, говорю, батюшка, благослови. Он говорит, ну Бог тебя благословит. И когда я слышу, что Бог тебя благословит, все. Никаких сомнений не должно быть, что так есть воля Божия. Потому что он иногда говорил, приходят люди и спрашивают волю Божию. А он говорит, что на самом деле люди не способны творить волю Божию, потому что нет у них послушания. Почему? Потому что в монастыре главная задача монаха, послушника – быть послушным
И не только слушаться, не только слышать, но и слушаться. Старчишка. Это его. Это его любимое словечко. Это его любимое словечко, да. Старчишка. Причем он обращается иногда и ко мне, так, ну что, старчишка, там, или там, у них было принято в их монашеской среде, да, ну что, старчишка, там, чайку попьем, да, или там, старчишка, поехали-ка мы там съездим куда-нибудь там в гости. Старчишка, чайник, и все. И все. Чайку, разговоры, и все нормально. Они друг друга так обращались, ну и друг к другу, и там, и ну, к близким там вот. Вы бы там приехали, ну, к вам были бы там старчишка там. То есть между собой вот такая вот. Это, все старцы у них были. Не старцы, а старцы. То есть как-то нормально относились, нормально. Это самое, по-моему, такое, ну, добродушное, самое ласковое обращение. Слово «старчишка» было применено в первую очередь к отцу Виктору. Тогда его звали отец Виктор, диакон Виктор. Батюшка, отец Виктор, мы так его тоже называли, естественно, больше всего. Ну, а так немножко иронично, друг к другу, ну, мы же действительно не старцы, а вот старчишки вот это вот рядом были. Вот как-то так это складывалось, понимаете? Убиралась излишняя пафосность, но до какого-то предела. Ну да, старчишка, да. Откуда? Рафаил так назвал. Так, приклеилось. Приезжает ко мне: старец, чего, чайку ты заваришь? Говорю, пойдем, заварю, конечно. Уж чего, чаем-то я тебя напою. Так что глаза на лоб вылезут. Да, а кроме того, когда мы, ну вот дома, да, за столом, за чаем, потому что они все любили чаек, и отец Рафаил, и продолжал отец Нил, тем более отец имел такую биографию, да, что вот это чефирь такой, не каждый смог купить такой чай. Привезли меня в Пермь из лагеря. Купили билет до Старой Руссы. Я тогда пришел к матери. Мать завыла, забегала. Я говорю, да перестань ты бегать-то. Что ты самое бегаешь? Сама нервы это самое свои не бережешь. И меня заставляешь. Не надо бегать. Сиди, успокойся. Лучше чайку замути. Она на меня глаза вытаращила. Что значит замути? Я говорю, ну завари чаю. Элементарно. Ну, она там щепоточку маленькую. Сынок, вот я чай заварю. Да ты чего, мать, совсем шалила. 3 таких щепоточки надо. Ну, у тебя же глаза на лоб вылезут. Не вылезут. Давай. Ну, и пока я сам не заварил, она так и не смогла заварить. Так это гораздо это самое, суровый чай. Я говорю, да ничего, для нас и жизни пойдет. У нас и жизнь суровая. Так сложилось, что бывшему политзеку разрешали служить лишь на отдаленных приходах. Вот деревня Толбица. У нынешнего священника есть небольшой, но дом. В 80-е годы его, конечно, еще не было. Решили мы навестить отца нашего Нила, когда он еще на приходе служил. Ехали мы из Боровика, где раньше служил отец Никита, да, и вот... Решили заехать по монашеской традиции, опять у них было принято ездить друг к другу в гости попить чаю. Да. И вот мы решили последовать этой традиции и поехали искать отца Нила. Въезжаем в деревеньку, я не помню, когда называется этот приход, это не важно. Останавливаем человека на дороге, спрашиваем, простите, где тут у вас церковь, где вот тут священник живет? А вот езжайте. К церкви увидите. Мы, да, церковь, разрушенную, старинную, тоже псковскую церковь там мы увидели. Но дома священника, вот в том представлении, как это было у меня, ну, нет никакого дома. Ходим мы возвращаемся в деревню. Да, простите, где священник живет? Да, справа, там, от дороги. Подъезжаем еще раз. Сарай какой-то стоит. Просто сарай. Сарай без окон. Сарай без окон, без всего. И мы на всякий случай, удивленные, ну куда? Ну вот ну, сарай, постучались в дверь, да, это землянка, это ужас какой-то. Ну сарай. Просто сарай, в котором сидит человек, книг огромное количество, компьютер стоит, там полочки с дисками там с разными, печка там топится. И да, много котов. И много котов. Вот, просто я был потрясен. Самая продолжительная страница биографии отца Нила, 20 лет, связана с другим приходом в Красиковщине. Глухая деревня почти в 50 километрах к северу от Пскова. Асфальтовой дороги здесь нет до сих пор. Бабули бедные ходили там на праздник,
пешком. Вот она бедная идет, и жалко. Ну так машину заведешь, их подвезешь кого-нибудь. Отсюда я забрал Аку, такая машинка была, знаменитая Акака. Но они сами из себя выбирали. Машка, ты хуже всех ходишь, залазь туда. Ну вот в Каку человек 5-6 загрузишь и едешь. Днищем это самое, по грунту царапает. Ну, отслужим. Они стоят уже у ворот, ждут, когда я поеду их отвозить. Ну вот их отвезешь туда, но до большого поворота, чтобы им легче уже к дому подходить. Ну, вылазят, пока полчаса, пока они вылезут из машины. После уже, ну, правда, едешь назад, то легче уже, машина пустая идет. Когда-то в Красиковщине было 2 храма. Церковь Живоначальной Троицы Петровской эпохи со времен войны в руинах. А вот в храме Рождества Христова, построенном при Александре II, и служил отец Нил, ну то есть тогда отец Виктор. Вокруг погост, новых могил практически нет. На крестах даты смерти – 90-е годы, начало 2000-х. Вот та деревня Красиковщина, где я последний приход мой был, деревня вымерла у меня на глазах, я их всех похоронил. Всех. Ну, там еще 2 семьи остались. Вот храм это самое остался такой, ну, храм посреди разрухи. Ходить там в храм некому было. Это самая ближайшая деревня, более-менее, такая основательная, там Гверздонь, 7 километров. Как раз из Гверстони Сергей, один из прихожан отца Нила. Со слов бабушки знаю единственное, что меня крестили в этой церкви, в этом храме. Отец Нил меня благословлял на службу. Когда меня забирали в армию, это был 2007 год, накануне праздник Троицы. Мы стояли на службе, после крестного хода кто-то из прихожан сказал: батюшка, Серегу забирают в армию. Он ко мне подошел с водосвятной чашей и прямо целую чашу на меня сверху на голову вылил. Такой позитивный момент. Но вообще он, как батюшка, всегда на позитиве, всегда с юмором. Каждый, что не спросишь у него, он всегда то отшутится, то что-нибудь так скажет, интересно. И потом уже задумаешься над этим. Деревянный храм Георгия Победоносца в Пушкинских или Святых горах изначально был возведен в середине XVIII века на месте древнего Воронежского городища. Уничтоженную в 20 веке святыню в начале века XXI удалось восстановить на остатках старинного фундамента. Жизнь этого храма современная, связана с нашей жизнью, действительно. Ну и, конечно, для нас было важно то, что в этом храме отец Нил крестил нашего внука. И поэтому для нас это тоже очень важно, потому что действительно вот вся наша вот современная жизнь так или иначе связана с отцом Нилом. И когда у нас бывают и рабочие, и семейные вопросы, мы всегда ему звоним: батюшка, благослови. И чудо чудное, он принимает настолько, творит чудеса. У нас очень трудно рождаются внуки. Вот. Старший чуть не погиб при родах. И невестка тоже вымолил его, я просто называю вещи своими именами, вымолил его отец Нил. И когда он приезжал сюда и появился вот этот храм, да, вот воссозданный храм, старый, древний псковский храм, вот именно здесь происходило венчание моей дочери уже в этом открытом рассаде. Первое венчание в этом храме – это дочь. Это не передать словами. Кому это пойдет, это попадет в чьи руки? Вот сейчас, да, допустим, те благочестивые старухи, старики уйдут, да. Они своими слезами там выплакали восстановление храма своего родного, родинного храма, где они там родились, крестились, там попы их не похоронены возле храмов. Вот, ну и уйдут эти старики, старухи, а кому он останется? Придут вот эти бритые затылки в плисовых костюмах, в этих плисовых штанах, вот, и начнут там. Про ребят в спортивных костюмах – это тоже из жизни отца Нила в Красиковщине. 3 таких тупорылых пришли, полупьяные. Вот, пришли: бать, дай вина, это самое, нам выпить, догнать надо. Ручку Нагана только увидеть, все, иди отсюда. В лесу я не боялся никого. Чего мне бояться в лесу? Ну, подумаешь, как кабан придет, почешется об угол хаты
Думаешь, Господи, помилуй, да чтоб он хату-то мне не снес. Здоровый собака. На него покричишь, уйдет, уйдет это самое. Еще и оглядывается, идет. Я как-то заехал, уже будучи наместником Сретенского монастыря, заехал к отцу Виктору, тогда еще он был Виктор, и увидел, где он живет. Это была просто руины избы, кое-как залатанные, а это была зима, залатанные какими-то обоями, какими-то досками. Надо сказать, что обихаживать свой быт отец Виктор, ныне Нил, был не способен абсолютно. Ну вот так, вот так. Он жил прямо не заботясь ни о завтрашнем дне, ни о послезавтрашнем и прочее, прочее. Отец Тихон как-то приехал, он уже наместником был здесь. Приехал, посмотрел, как я живу. Там мою будку посмотрел, а у меня дома-то не было. Там будка была строительная. Он говорит, давай-ка ты ко мне перебирайся. Ну ладно, владыка святый, воля ваша, холка наша. Первый раз вспомнил, я это в 2011 году, 10 лет назад, мы с Андреем Богдановым и монахом Максием поехали к нему. Он нас очень хорошо встретил, и меня поразило, как он жил, его такой домик, старенький домик, такой развалившийся, воду он набирал из дождевую воду, и вот там была своя система труб, чтобы набрать воду. А мы москвичи приехали, поражал, что он вот так вот живет, вот такой вот жизнью. Я очень сильно удивил, я говорю, неужели есть такие люди, которые могут так жить? При этом он болел, но он не говорил, что у него кто-то болеет. Там же и дрова надо, и все надо, и воды там нет. Ну да, и один живешь в лесу. Ну да, ну чего, пришлось медведя мне там грохнуть один раз. Медведь пришел, это самое, старые яблоки трясти, яблоню. Вот, а медведь такая штука, что если он повадился один раз, два раза, все, его лучше убрать надо. Иначе он подкараулит, заломает. Ну, для него это уже своя территория. Да, он свою территорию охраняет. Вражда с кабанами и медведями, судя по всему, для отца Нила исключение. Вот в Старой Руси невозможно не обратить внимание на огромное количество кошек. Не будем утверждать, что это как-то связано с детством нашего героя, но и сейчас в Сретенском монастыре в центре Москвы у батюшки в келье тоже живет кошка. Ну что, Кита? Кита, ой, иди. Отец Нил очень любит котов. Вот у меня один, а у него их было десятки. И я не мог к нему войти в комнату, потому что у меня жуткая аллергия на котов. И это была для меня целая трагедия, потому что мне очень хотелось вот такого котеночка маленького. И потом, может, отец Нил помолился, не знаю, он такой чудак, всякое может быть. Вот этого кота мне подарили, и никакой аллергии. Как он с животными. Он вот в этом домике жил, да, сковородку ставил для змей. Он с крысами дружил. Крыски вот так сидели маленькие, а он им Действительно, сухарики он со давал, змеями отец Нил. дружил, он змеям молоко выносил. Поэтому отец Нил это просто, понимаете, чудо. И неординарный, конечно, человек с самого своего рождения. Вы знаете, я тоже не очень хорошо относился к службе вооруженных сил в советской армии. Но мне бы в голову не пришло направиться к финской границе для того, чтобы ее перейти, для того, чтобы потом попасть в Париж и учиться в Сорбонне. А он взял и пошел. Ну, вот он такой и остался. Вот он до сих пор он настолько свободен. И простота, это какая-то интеллект. Духовная это свобода, потрясающе. какая-то сила внутренняя, которая позволяет ему действительно вот тоже быть очень близким к Богу. А стремился я, к русской миграции. К нашей, не ко второй миграции, которая, вторая миграция послевоенная, нет. Я стремился к этой миграции, к первой, которые вот служили в Парижском соборе. Та миграция, которая жила старыми царскими правилами. Вот, они там еще могли состоятельные семьи поддержать. Там, ну, в общем, я планировал в Парижскую семинарию поступить. Парень из Старой Руссы? Да, в Парижскую семинарию, да. Вот, хотелось мне там поступить.
Вот, ну, что, ну, не удалось, ну, что ж. Зато здесь в семинарии общаемся. Отец Нил, очевидно, очень любит учиться. В молодости, когда он был студентом Политехнического института и слушателем семинарии, он успевал посещать курсы фотографии на факультете журналистики Ленинградского университета и даже был внештатным фотографом газеты «Новгородская правда». Благодатное дело. Благодатное дело. Любой, или пейзажный, или архитектурный, или портретный, групповой снимок. Но сделать это самое, снимочек хороший, это многого стоит. Мы никогда не говорили с ним ни о кино, ни о фотоискусстве. Вот. Мы говорили о духовной жизни. Мы говорили о примерах великих подвижников, рядом с которыми мы возрастали. И он здесь, в Псково-Печерском монастыре, пожил, и я немного жил в Псково-Печерском монастыре, и все время потом приезжал туда. Вот это были главные темы. И важнейшей темой было не изменить себе, сохранить эту стойкость. Советское время, понимаете? Бывало время, когда мы собирались, скажем, у отца Никиты, и приходила милиция. Ну, не было такого, конечно, как во время новомучеников, но все это грозило неприятностями. А почему вы в течение 3 дней живете здесь и не зарегистрировались для временной прописки? Или вообще, что вы здесь делаете? А вот вы в институте или работаете, а почему вы в компании, так сказать, служителей культа там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и для него тоже. Но отец Нил, который отсидел, и лексикон у него был соответствующий, он очень быстро парировал. Иногда нам говорит, я так тоже не могу сказать, там, волки позорные, или волчица, свою кошку он называет. Он свою кошку называет эхо-волчица, там, ну, и какие-то слова вот из того лексикона, конечно, как описал владыка Тихон в книге «Не святые святые», он употребляет, но это очень по-доброму и очень радушно, очень так смешно, и так вот позволяет, не знаю, нам понять некоторые вещи. Что-то такое типа роги мочим или что-нибудь такое-то, да, такие перлы проскакивали частенько, да. Ну, не то чтобы он, ну, конечно, не где-то там в присутственных местах. У него за вот этим вот флером таким каким-то, да, смешным, может быть, шутейным, вот, за какими-то вот этими, может быть, грубоватыми. Ну, со мной он так не общается, будучи в местах, где он вынужден был отбывать там не по собственной воле. Он же там встречался с очень интересными людьми. И у них там прям были какие-то занятия, он рассказывал, какие-то они проводили там лекции, друг с другом там беседовали на эту тему. Если человек не осмысливает свою жизнь, духовно не работает, он впустую живет. Это просто пустота. Любая учеба, техникум или там институт, университет, они дисциплинируют душу. А с той расхлёстанной душой, которые ребята, с которыми жили в то время в мирской жизни, но невозможно там жить, они же спиваются. Отец Нил, он действительно во всех предметах философии, музыки, в искусстве, в живописи, он видит отображение отблеска именно божественной благодати на всем, что Господь сотворил. То есть он видит этот мир добро. Кто такой именно преподобный человек? Это тот, кто находится в подобии Бога, Его милосердии, Его любви. И я батюшке всегда говорил: батюшка, как надо жить вот нам, современному поколению? Он говорит: сынок, Денис, ходи всегда пред Богом. Вот ходи пред Богом. Ходи путями непорочными, чтобы Господь всегда видел сердце твое. И сердце твое, оно даст плоды. В принципе, свое Евангелие я сформировал в лагерях. Вот, в мордовских лагерях. Первое Евангелие я переписывал с журналов «Наука и религия», там «Вопросы философии», выписывали эти журналы. Вот. И там вот эти самые, так сказать, ихние статейки, выдержки из Евангелия. Вот записываешь в общую тетрадку, себе записываешь, ну а после уже составляешь. И так, чтобы ее у меня не изъяли, в заглавии написал это самое, журнал, это самое, «Наука и религия», номер такой-то. Вот. Статья такая-то.
Они читают, понять не могут. Ну, там же и одновременно эти статьи, этих безумцев, их профессоров якобы. И вместе с ними перемешано действительно уже чистое Евангелие, в чистом виде. Как-то вызвалось на мою тетрадь, смотрят. А зачем ты это делаешь? Я говорю, ну чтобы вы не отобрали. Вы же отберете. Если чисто Евангелие собрать, переписать, то вы же отберете на шмоне. Вы же шмоны устраиваете. Ну да, смеются. Ну да, конечно, отберем. А зачем оно тебе? Обрывки Евангелия, это самое старенькое Евангелие было еще у бабули. Но она меня ругала за то, что я брал его, боялась, что я это самое пору там. Вот, но ребенок есть ребенок, мы же аккуратно не могли тогда листать эти листочки, переворачивать. Вот она меня ругала за это. Говорит, мое Евангелие не тронь. Наградной наперстный крест отец Нил получил только в 2019-м, уже на покое. В храм он теперь ходит только по праздникам. Батюшка, верхней одежды какую будете брать? А он пальтишко накинул. О, самый главный инструмент мой. Какое-то время он стал очень себя плохо чувствовать. Я был монастырский врач, Наталья Юрьевна у нас была монастырский врач. И владыка Тихон иногда нас просил вот так понаблюдать, посмотреть за ним, так положить его в больницу. Его здоровье уже не позволяло ему там служить, по сути дела. Те условия жизни были настолько тяжелы. Воды, как я понимаю, у него там рядом с храмом не было, за ней приходилось там ездить. Людей практически не было. И вот, в конце концов, мы пригласили и привезли его в Сретенский монастырь. Он тогда еще был в силах и ходил на исповедь, сослужил. Вот, я попросил у святейшего патриарха, что разрешили, чтобы он у нас здесь жил. И братья очень его полюбили. Но его невозможно не полюбить. Невозможно не полюбить. И вот этот вот уже, кажется, не святые были написаны. И вот этот вот живой герой этой книги, вдруг сошедший со страницы, и вот именно такой, как он описан в книге, что было для меня, конечно, очень приятно. В Сретенском монастыре батюшка бывал и в 90-е, когда обитель только восстанавливали, а переехал сюда в 2012 году. Он мне нравился тем, что, во-первых, Владимирская икона, это самое, собор в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. А меня Владимирская икона, это Казанская, Владимирская, они охраняли всю жизнь. Всю жизнь не только охраняли, но и помогали. Вот, поэтому я особенно относился почтительно к этой иконе, к этому образу. И почтительно относился к храму, к самому. Вот древний храм, чисто русский, византийский стиль, росписи, там вот чудные росписи, конечно. На любую роспись посмотреть Владимирского собора, любая черта образа, она идет оттуда, с небес. Ну, настолько волшебно сделано, настолько проникновенно, что он воспринимается, сам собор, сам храм, воспринимается как проекция небесной жизни на землю. И там действительно благодать такая действительно и была. Благодать Матери Божией, самой Матери Божией. Дух, вот этот монашеский, старинный, печорский дух, да, вот то, что и владыка наш Тихон, да, вот он же тоже из этой среды. Вот этот дух, хранится он теперь, да, вот в Отце Ниле. Он его просто впитал в себя, и да, вот он несет вот этот действительно подлинный, русский, настоящий, православный, монашеский именно, да, вот монашеский дух. Конечно, отец Нил ему скажет, что ты вот старец, он рассмеется вам в ответ. Это совершенно однозначно. И что-нибудь сбалагурит такое, очень смешное. Что вы, ребята? Нет, какие старцы? Я же настоящих-то старцев видел. Видел настоящих старцев, знаю, что это такое. Да, действительно, ответственность страшная, что они сидят там. Вот отец Иван, мой старец, был духовник последний. У него благословение Божие было на это дело. Это духовное проникновение в мистическую жизнь, это самое, или общества, или отдельного человека. Ведь каждый человек живет своим духом. Если
старец уловил дух жизни этого человека, вот, значит, он, да, он понял, что он может всю жизнь человека понять, куда он идет, как идет. Вот это такая загадочная вещь. Он имеет отблеск вот этой божественной мудрости и истины. Он обладает этим, он видит это, он созерцает это. Да, именно он созерцает. И он пришел к этому, находясь в заключении 7 лет одиночной камеры. Он не ожесточился, он наоборот, он вышел оттуда победителем, потому что ничто его не смогло сломить. И вот это полное доверие Богу, это уникальная способность его оставить твою свободу такой, какая она есть. И через какие-то такие моменты жизни ты понимаешь, что это только его молитва. То есть молитва его, она, вот это пространство, время, оно изменяет и перенаправляет твою жизнь к вечности. Он очень хотел монашества, но опять же не паниковал по этому поводу и ножками не сучил. Нет. Он ждал, да, он ждал, когда свершится воля Божия. Ну, вот и ждал спокойно. И когда я ему сказал, отец Виктор, ну вот давай мы тебя на следующей неделе будем постригать в мантии, он очень обрадовался, и все. Человек такой жизни, понимаете, он привык ждать, надеяться на Бога и понимать, что все случится в свое время. И жизнь, и смерть, и монашество, и испытания, все придет в свое время. Он такой экклезиаст, только очень веселый. Я как-то приехал к отцу Иоанну. Я говорю, что ты приехал? Батюшка, да, надо бы как-нибудь ангельский образ принимать, монашество. Рано тебе, рано. Вот 60 лет стукнет, вот тогда ты и принимай. Тогда они тебя сами определят. Вот. Ну вот, 60 лет, в 8 году стукнуло, и отец Тихон говорит, все, хватит. Завтра на Марии Египетской, неделе Марии Египетской, тебя будем это самое посох совершать. Была у меня статуэтка преподобного Нила. Я с ней спал во младенчестве. Если у меня отнимали, я вдруг просыпался, бывает иногда, бабка забирает эту самую статуэточку, ставит на божницу. Я просыпался и бежал, скорее доставал ее оттуда. А она не спит же, старая. Ты чего там шаришь? Говорю, да, Нила надо достать. Но подожди, да, я достану сама. Ну, так оно и было, так, с младенчества. Я когда ему рассказал, а он у меня спрашивал, говорит, во младенчестве, в детстве, какой у тебя был святой самый любимый? Я говорю, преподобный Нил. Ну вот, и будешь преподобным Нилом. Сейчас еще раз вернемся в Старую Руссу, в храм Георгия Победоносца, где отец Нил принял крещение в 4-летнем возрасте. Главные святыни здесь, помимо старорусской, также Владимирская икона Божией Матери, как в Сретенском монастыре, и скульптурный образ Нила Столобенского. Я постриг его в честь и назвал в честь его любимого святого Нила Столобенского. Вот так появился на свете отец Нил. Мой чудесный друг, мой любимый человек и во многом мой учитель, потому что вот этой несгибаемости, да, убежденности, вере и жизнелюбию я, конечно же, во многом учился у отца Нила. Первое время он все равно служил вот на своей Красиковщине. Мы взяли его в больницу, пообследовали и уже попросили, чтобы вот уже заботиться о нем, перевести его в Москву. И здесь для нас, конечно, он является большим примером для наших монахов и для нас является всем утешением. Мы к нему приходим всегда попить чайку, пообщаться с ним, и он всегда нас утешает своей беседой. У отца Виктора нельзя было ничего хвалить из звонных вещей. То есть, что похвалишь, он тебе тут же подарит. Такая фишка была. Помню, у него такой, он фотографией занимался, так и любил это дело, и так занимался, и неплохо получалось у него все это самое. И увидел я у него в то время такой маленький фотоаппаратик, 16-миллиметровая пленка, Киев 30 был.
Такой маленький, такой компактненький, щелк-щелк, так перезаводился. Ага, какая штука. Он тут же мне. И как не отпирался, он так мне его отдал. То есть просто очень осторожно надо было с ним. Он к нам сюда приезжает, он у нас гостит летом частенько. Ну и принимает участие вообще в нашей жизни, как наш духовник. Это вот, безусловно, это, наверное, главное. То есть все наши жизненные ситуации всегда это он, все наши затруднения, его молитва – это он. Но вот для нас в данный момент это действительно уже старец. Это старец, он просто действительно… Потому что его молитва нам помогает. Дар предвидения его, он присутствует. Просто это просто наша жизнь, да, его участие, вот его молитвы. Он просто действительно предвидит многие вещи. Мало кого говорила. Прозорлив, это не всякого сомнения. Вот смотрите, вот что касается… И молитва его, она очень сильна. Вот эта связь со священниками, которые молятся за тебя. Вот точно так же теперь молится отец Нил. Мы с ним созваниваемся достаточно регулярно. Так что только одно, чтобы и вот, вы знаете, Господь дал здоровье, чтобы опять к нам приехал немножко ощущение того, что он есть, конечно, оно помогает жить. Есть такая поговорка: молодые хороши при старичках. Что нам особо ценно в том, что отец Нил является нашим насельником и собратом, что он долгое время, живя в Псковской епархии, обращался к Псково-Печерскому монастырю, со старцами общался много. Наставления от них получал не из книг, а вживую, видя примеры настоящих подвижников. И для нас, конечно, такой подарок от Бога, как отец Нил, очень утешителен. Каждый из братьев может к нему зайти, посоветоваться, поисповедоваться, получить утешение, даже не в словах, а от самого обращения отца Нила. Он человек очень добрый, радушный, отзывчивый, он никогда не унывает, это вот его энергия такая добрая, она передается нам, и самое главное, он никогда не обижается. Ровен, мягок, удивительный человек. Мы его всегда причащаем, еженедельно вот в келье причащаем. И, конечно, он за всех молится. Я говорю, всегда самое главное, что он радушный, радостный, и всегда так нас с любовью принимает всю братью, так вот, да. И большой пример для нас, да. В монастыре живешь, не то, что наслаждаешься, а вернее укрепляешься общим духом молитвы вот этих старух, вот этих стариков, даже не старики, даже вот уже более молодые люди приходят, это самое, они все равно с Богом приходят, к Богу приходят. Вот благодаря этим ощущениям единения духовного стада, вот оно и сам живешь, благодаря этому. Каждый выход отца Нила – настоящий праздник для прихожан и для братьев, хотя насельники Сретенского монастыря, в принципе, навещают батюшку регулярно. Опять же, противоречия сопровождают этого монаха в течение всей жизни. И здесь как будто еще одно. Живя затворником, отец Нил остается невероятно открытым человеком. Батюшка, огромное счастье с вами познакомиться, общаться. Спаси Господи. Вот на память об этом фильме, вот этот вот красавец, это вам. Узнаете? Да, красивая модель. У него парусное вооружение, это точно товарищи, да. Шпринт, понимаешь. Мы желаем вам не болеть, 7 футов под килем. Да. И будем рады видеться. Да.